Слава Украине! Привет всем от Полонского. Ребята, прежде чем я начну этот ролик, я хочу попросить, тут нужны доноры. В Киеве после атаки рашистов по району Святошина есть раненые, и там нужна срочно вторая группа крови, вторая минус. Значит, смотрите, в описании к данному ролику будет место, где это нужно, где эту кровь можно сдать, и группа крови, и фамилия, имя человека, Башку Олег, пострадавшего от обстрела российской ракетой. Там нужно сдать человеку кровь. Если у кого-то вторая минус, и вы не болели, не имеете противопоказаний после этого, если есть возможность. Ну вот так, потому что надо помочь, у кого вторая минус. Пожалуйста, еще раз говорю, в описании к данному ролику есть все контакты, где в Киеве это можно сделать и для кого именно. Пожалуйста, еще раз прошу. Да, теперь переходим к теме нашего ролика. Дональд Трамп заявил, что он управляет не только страной, я управляю не только страной, но и миром, и это очень весело. Но ему очень весело управлять миром. Я, правда, честно говоря, не знаю, как он этим миром в данный момент управляет. Понимаете, ну, очень многие, если не подавляющее большинство людей, которые смотрят на него в настоящий момент, но они просто крутят пальцем у виска и не могут понять вообще, как он управляет и каким образом это управление происходит. То есть вообще же непонятно что и непонятно как. Сейчас я, подожди, переставлю своего этого самого чудика. Вообще непонятно как. Но ему весело, понимаете, ему весело от того, что он делает. Я вообще не очень понимаю этого человека, но сказать, что в такие моменты ему весело управлять миром, и насколько он этим миром управляет, может только человек весьма своеобразный. Ну а как он управляет, мы сейчас даже не буду вспоминать, как он у нас за 24 часа закончил войну, или не закончил все-таки, а? Вот мне даже интересно, что вы скажете. Закончил он войну за 24 часа, как обещал 53 или 54 раза, там CNN посчитала, или не закончил. Вот. Но ему уж весело. Ну и вообще, надо сказать, о помощи американской, она тоже, ну вот такая, она, как вам сказать, она своеобразная. Вот сегодня в Австралии находится 59 списанных танков Абрамс, которые Австралия хотела. Они списаны, но они абсолютно боеспособные. Они рабочие, они могут принести нам пользу. 59 танков, да? Тем паче, что Абрамсы уже у нас есть, как ими пользоваться мы знаем. Но Австралия нам их не может отправить уже год. Это касается и администрации Байдена. А почему? А потому что танки американские. А что Америка? А Америка не дает разрешения на переправку этих танков в Украину. Вот. А теперь сравните вот на секундочку. Если что при Байдене не давала, что при Трампе не дает. Вот. А теперь сравните это на секундочку с Северной Кореей и Россией. Те вообще ни у кого ничего не спрашивают. Шлепают те туда, те сюда. Ну вот на секундочку, да, вот такое вот сравнение. Одни бла-бла-бла-бла и рассказывают о том, какое ко-ко-ко, а вторые тупо молотят, передают пушки. Это горько, конечно, осознавать, но это именно так. Да, ну и дальше по поводу, значит, того, как Трамп управляет миром. Он же объявил Китаю фактически торговую войну, ввел против него гигантские пошлины, потом эти пошлины частично отменил, но все равно в большой степени они остались. И давайте сейчас посмотрим, каким же образом эти пошлины влияют на Китай и на сами Соединенные Штаты. Тут американец один сделал в реальном мире, значит, трекинг кораблей, судов, потому что корабли это военных кораблях, в данном случае коммерческие грузы. Порт Шанхая и порт Лос-Анджелеса. Порт Лос-Анджелес это один из основных портов на западном побережье Соединенных Штатов Америки. Вот, и сравнил их с одним из основных портов, этот порт Лос-Анджелеса. Сравнил ситуации с одним из основных портов Китая, Шанхая. Как это выглядит, вы можете посмотреть внизу, что я это не выдумал. В описании к данному ролику также будет эта ссылка. Да. Так вот, значит, что произошло? Порт Шанхая просто забит кораблями, судами, да. Просто там нет места свободного, там тысячи. Тут реально, одни уже в порту, другие, тысячи других. Одни выходят, другие заходят. Просто там столпотворение из этих судов, ну, невероятное абсолютно, да. Просто невероятное столпотворение судов, которые
обслуживаются в этом порту. Значит, как-то Шанхай вот без США живет. Да, есть, конечно, определенное падение, вне всякого сомнения, потому что в торговых войнах победивших нет. Есть определенное, конечно же, падение грузооборота, но вот эта карта, она не даст соврать, это абсолютно очевидно, что там этих судов просто тысячи. И вторая, он тут же дает в режиме реального времени, в то же самое время, порт Лос-Анджелеса пусто. Никого. Вообще никого. Как, знаете, порт Лос-Анджелеса сегодня, по всей видимости, напоминает порт Одессы в 22 году, когда началась война. Только вместо вот рашистов, у них там есть Трамп, сидит и оставляет порт без товаров. Я уж молчу, что потеряли там работу грузчики, вот эти все логистика, кто перевозил эти дальнобои американские, вот они все работу потеряли. Я так почему-то думаю, что это люди такой простой, и в основном они голосовали за Трампа и вот за его секту МАГА. Почему-то мне так кажется, да, по большей части. Вот сейчас они пожинают плоды своего сверхумного голосования и своего президента, которому весело. Вот им сейчас уже не весело, потому что порт пустой. Никто вообще ничего не приходит. Вот так вот. Вот. И да, но это ж только одна часть мармезонского балета. Другая часть мармезонского балета, ну да, сейчас, допустим, там склады определенных компаний, они еще там скажем так, не выхолощены, они еще там какую-то часть китайских товаров, но других нету. Ну так сложилось, что мировое сборочное производство находится в Китае уже лет 30-40, да? Вот так это. Хорошо это, плохо это, хреново или, ну вот так, да? Трамп взял это и обрезал. Взамен ничего не построив в США. Значит, как умный человек делает, да? Он сначала все это дело заменяет, строит производство у себя, а потом вводит санкции, вводит тарифы, начинает конкурировать и так далее, и так далее. Что сделал Трамп? Он все нафиг обрезал, и все. Дальше стройте. А ты думал, это выгодно, невыгодно? Кто-то захочет строить, не захочет строить. Кто-то посмотрит на тебя, скажет, это однодневка, что я буду переносить что-то. И так далее. Вот, и в результате сейчас вот, все, что там продавалось, вот все эти Home Depot и так далее, да, вот эти все гигантские магазины, которые торговали китайской разной вещью, от мебельной фурнитуры до заколок для волос, Вьетнама, к обуви, я не знаю чего, всего. Это же не только китайского товара касается, друзья мои, это касается товара из Бангладеш, Индии и так далее, и так далее, и так далее. Таиланда, Вьетнама. Вот. Это все взлетит в цене. Потому что, ну как вам сказать, то, что будет завозиться, оно же будет уже с пошлинами, да? Пошлины на кого падают? На производителя из Китая или на американского потребителя? Конечно, на потребителя. Причем производитель? Он как продавал, условно говоря, кроссовки за 20 баксов или там за 50 баксов, так он их и продает. Но при ввозе в США на них накрутят вот такой-то налог, плюс интерес, как говорится, своего магазина, и вот получите цену. Как это бывает, да? Вот и получается, что американцы будут платить намного больше за товар, которого будет меньше, правильно? Потому что, а где корабли? А их нема никого, там только яхты ходят, выходят, заходят в порт. Никого нема. Контейнеры стоят, пусто. Упс. Вот так вот. Так что это мало того, что безработица. Да, это удар по ценам. И плюс удар по вот этим вот магазинам, по торговым сетям гигантским, которые продают вот этот весь товар американцам. Все, что висят дома, вот оглянитесь по стенкам. Мебель, картинки какие-то на стенках, я не знаю, миксеры, шмиксеры, дуриксеры. Это все китайское. Этого нет больше. Вот сейчас подвыгребут и все. И все. А новое будет по другим ценам, в меньшем количестве. Дефицит. Вот, кстати, американцы узнают, что такое дефицит. Дефицит. Это у нас был в СССР дефицит в свое время. Помните, да? Нужно было достать. Да, у Ивана Ивановича нужно было колбаску достать и так далее, и так далее. Узнаете, что такое за стенкой стоять в очереди. Сейчас еще смешным кажется. Не, при Трампе ничего не будет смешным, увидите. Да. Почему? Потому что вот, да, в Канаде закончились выборы.
И вот интересный момент. Канада — ближайший союзник Соединенных Штатов Америки. То есть страна, ну, вот реально братская страна с Соединенным Штатом. Что сделал Трамп, чтобы вы просто понимали? Премьер-министр Канады Марк Карни после победы на выборах. Канада никогда не должна забывать американское предательство. Боже мой. Вот до чего довел Трамп. Вот до чего. Вот что значит у власти человек, которому очень весело командовать миром. То ли еще будет.